После революции пришедшие к власти Советы стремились отменить любую атрибутику старого режима. Не обошли эти меры и военную форму только что сформированной Красной армии. Боролись с классовыми и ранговыми отличиями, погонами, кокардами, шевронами. Ведь социалистическая армия была бесклассовой, да и звания в ней отменили. Царская армия к Первой мировой имела повседневные и полевые комплекты, отвечающие современным цветомаскировочным требованиям. Однако новое государство, преодолевающее разруху, не могло обеспечить и внедрить принципиально новую одежду для многомиллионного штата вооруженных сил. В первое десятилетие после Великой Октябрьской красноармейцы зачастую ходили в форме старого кроя, но с новым регламентом отличительных знаков – петлицы на воротнике, звезды и шевроны на рукавах. Со второй половины 20-х годов стала появляться форма собственной разработки, табельная спецодежда, различная для родов войск, авиации, автотанковых, кавалерии. По-настоящему советским обмундированием можно считать регламент формы, принятый в 1934-35 годах. Началось все с выдачи новых табельных комплектов для танкистов, авиаторов. Затем произошла отмена военных категорий. Армия снова вернулась к воинским званиям, соответственно должностям. Новой ранговой системе требовались знаки отличия на форме, которыми стали ромбовидные красные петлички с вшитыми геометрическими фигурами на уголках воротника и треугольные шевроны на рукавах ниже локтя. Для всей Красной армии утвердили новый вид формы – шаровары, гимнастерки, шинели, ботинки, пилотки и буденовки для рядовых. К табелю командного состава добавлялись штаны-бриджи, брюки, френчи, сапоги и кители. Добавились и мелкие детали – укрепленные строки, нашивные планки, налокотники и наколенники. Защиту головы поручили шлему СШ-36 с выгнутыми наружу полями и большим козырьком. В таком виде, регламентированном уставом ношения 1936 года, войска вступили в Зимнюю войну. Она выявила много мелких недостатков. В 1940 году специальная комиссия занялась формированием обмундирования красноармейца, в котором он встретит Великую Отечественную. Не все ее предписания, состоящие из 17 пунктов, успели выполнить до ее начала. Например, холодные и демаскирующие буденовки заменили на меховые ушанки, красные и золотые знаки отличия оказались слишком заметными, сменили цвет на защитный. Серьезно изменилась форма высшего командного состава, вернули систему званий, поэтому для них создали новые знаки отличия. Форму генералитета 3 видов – походную, парадную, повседневную – шили по дореволюционным образцам и с учетом иностранной моды. Часть элементов вывели из обихода рядового и младшего офицерского состава. Вместо фуражки и кителей низшие чины носили пилотки и гимнастерки. Френчи стали закрытыми, голову стали защищать новые СШ-40 с укороченными полями-бортиками. Доработки были подытожены приказом января 1941-го, который подтягивал форму к лекалам военного времени и унифицировал, поэтому был секретным. Оптимизацию расходов на фоне увеличения численности вооруженных сил держали в тайне. Тогда же произошло важное изменение морального плана. Гимнастерки были исключены из парадной формы рядового и начальствующего состава. Армейцы отмечали, такие удобные в полевой и повседневной жизни, они провоцируют вести себя расхлябанно и по-казарменному во время военных смотров. С лекал генеральской парадной формы сделали аналоги из сукна, в которых хотелось вести себя благородно, подтянуто, вежливо. Новая форма украшала солдат на Первомайском параде, но довести реформу до конца помешала война. К концу лета 41-го ее практически не шили, зато новые образцы были проверены в боях. К наступлению зимой 41-го армию насытили не входившими в номенклатуру образцами 20-х годов теплым снаряжением.
Валенки, полушубки, тулупы, ватные телогрейки, шаровары, штаны, куртки, способные заменить шинели телогрейки для комсостава, белые маск-халаты. Склады с этой одеждой находились в тылу, а не у границы, как хранилища летней формы, поэтому не были утеряны в первые месяцы войны, и Красная Армия была насыщена теплым снаряжением. В 1943-м командование решило вернуть атрибут царской армии, ассоциирующийся со старым режимом – погоны. Практика показала, это оптимальный способ указать звание военнослужащего. Утвердили два вида – повседневные, серебряные и золотые, и полевые, защитного цвета. Заодно изменили шинельные петлицы у рядовых, а высший командный состав получил петлицы на обшлага рукавов, новые петлицы на воротники, которые тоже изменили форму. Командирам Красной Армии дали новые кители, а рядовым вернули фуражки, они лучше смотрятся с погонами. Форма танкистов, авиаторов и особых родов войск кардинально не менялась с 1941 года, а казачья и некоторая кавалерийская – с 1936-го. Штурмовые группы, разведчики и снайперы использовали помимо полевой особую форму – камуфляжи амеба 1938 года, лиственный и лесной 1942 и пальма 1944. С 1942 года во время городских боев инженеры-штурмовики применяли одноплечные стальные противопульные кирасы СН-42. Изменение парадной формы для генералитета произошло в начале 1945 года. На грядущем параде Победы хотелось выглядеть достойно. Получился двубортный мундир непривычного цвета – марин, морской волны. Форма, как и многое в стране, была похожа на дореволюционные образцы, избавленная от ненужной роскоши и вычурности и дополненная практичными современными деталями.